сельской школе небольшого испанского городка Альвера, расположенной среди живописных пейзажей с зелеными холмами и солнечными полями, в уютной, наполненной детскими голосами классной комнате, где свисали разноцветные рисунки и в воздухе витал аромат свежих учебников, директорша миссис Джулиан, женщина строгих принципов, высоких ожиданий, безупречного вида и жесткой репутации, объявила о проведении увлекательного конкурса, который, безусловно, привлек внимание всех учеников. Школа должна была выбрать одного из своих учеников для участия в престижной национальной ярмарке агротехнологий, где молодые умы могли бы проявить свои идеи, представить свои замыслы и поделиться своими мечтами о будущем агрономии. Слухи об этом конкурсе быстро распространились по всем классам, ведь это было важное событие, и вскоре в зале тут же вспыхнул оживленный шум. Дети, среди которых были сыновья и дочери местных предпринимателей и влиятельных политиков, начали активно обсуждать свои амбиции и идеи, которые могли бы произвести впечатление на строгую комиссию и, возможно, изменить их жизни. Их глаза светились азартом, идеи сыпались, и голоса с энтузиазмом перемешивались, создавая атмосферу волнения и надежд, как настоящая буря эмоций. Однако на фоне этой яркой картины в стороне молча сидела Лили, 15-летняя девочка из бедной семьи, дочь вдовы, которая работала на маленькой овощной ферме и знала цену каждой капли пота, которую ей приносила жизнь. Когда Лили решилась заявить о своей идее, системе полива, собранной из переработанных сенсоров, восстановленных с использованием отходов, реакция ее одноклассников была предсказуемой и довольно уничижительной. Ее высмеяли, и смех наделал гулкой волной, заполняя класс, не оставляя места для какого-либо достоинства. Гул насмешек был слышен повсюду, пронизывая комнаты, и даже директорша лишь усилила эти насмешки, бросив взгляд полный презрения и неприязни на ее простую одежду и скромный вид, который, по ее мнению, никак не соответствовал высоким стандартам конкурса. Неприятное и болезненное чувство унижения захлестнуло Лили, и она быстро вышла из класса, сдерживая слезы, пытаясь справиться с этой тяжелой волной эмоций, трясущей ее сузившимися срамом коленями. В школьном туалете, где ее никто не мог видеть и слышать, она дала волю своим эмоциям и почувствовала, как слезы безудержно выходят наружу, но внутри не было слабости и подавленности, только глубокая боль и непреклонная решимость измениться. В этот критический момент случайно ее услышала учительница физики, которая знала о восхитительных способностях Лили и, понимая ее страсть к науке, передала ей задание конкурса неофициально, предложив просто попробовать и использовать ее естественные таланты. Эта поддержка стала ключевым моментом для Лили. Полна новых сил и восстановления уверенности, она провела ночь за столом. Схемы, расчеты, старые детали, найденные на свалке, объединились в ее руках, и все превращалось в рабочую систему благодаря ее упорству и инженерному чутью, которое в ней родилось. Мать, заметив уставшую, но сосредоточенную дочь, понимая ее горение и нацеленность, не стала мешать ей, решив, что сила идеи и характера говорит сама за себя, и что мечты могут стать реальностью в упорстве и борьбе. На следующее утро у школы появился блестящий внедорожник, сверкающий на солнце, и из него вышел Эдвард Сандерс, основатель известной агротехнической компании, славящейся своими революционными разработками в области сельского хозяйства. Он оперативно потребовал немедленной встречи с автором проекта, который его команда сочла прорывом в агрономии и технологий, которые могли изменить подход к повышению эффективной работы с природой. Узнав, что Лили не прошла отбор, он быстро взорвался гневом. Его голос заполнил помещение как грозовой гром, и он с недовольством объявил, что это была грубая ошибка школы. Сильно взволнованный, он настоятельно потребовал включить ее в число участников конкурса, поскольку он верил,
что именно ее идея может стать решением для многих проблем в агросекторе. При всех он, уверенно, с полным энтузиазмом и ожиданием, заявил о своем намерении поддержать именно ее разработку, открыто заявив о том, что он считает Лили настоящим гением, который может изменить облик сельского хозяйства. Лили, полное волнения и надежд, получила этот уникальный шанс представить свой проект на масштабной выставке, которая могла подарить ей такую возможность стать известной. Однако все пошло иначе, чем она могла ожидать, и ее мир вновь перевернулся. На выставке система была представлена как коллективная разработка компании Сандерса, и имя Лили бесследно исчезло с всех материалов и документов. Вместо признания и почета, которые она так долго ждала, ей предложили стипендию и деньги в качестве компенсации за ее вклад. Но Лили, хоть и располагала гордостью, с легкостью отказалась. Не из гордости, а потому что мечту невозможно продать, и она не собиралась уступать свою идею за деньги, которые не могли заменить ее страсть, труд и надежду на будущее. После этого горького случая Лили вернулась в свой родной город и приняла решение продолжить работу над проектом самостоятельно, полная новой силы, осмысленности и мотивации. Через несколько месяцев, когда ее упорные старания начали приносить плоды, к ее ферме подъехала женщина – Камила Феррейра, основательница независимого агротехнического стартапа, которая внимательно следила за развитием новаторских идей в агрономии и услышала о проекте Лили. Она была полна восхищения и искренне заинтересовалась работой девочки, предложив объединить усилия, но на условиях самой девушки, в полной мере понимая важность того, чтобы у каждого было свое лицо в протесте против системы. Это стало началом новой эры для Лили, определяющим моментом в ее жизни, и так появилась система Люс. Простая, адаптивная, экологически устойчивая и доступная даже для самых мелких фермеров, которые часто были забыты в основном потоке аграрных инноваций и прогресса. За первый год ее внедрили в более 300 хозяйств, и вскоре Люс завоевала популярность среди фермеров, которые искали надежные решения для своих земли, жизни и работы. Лили начали приглашать на конференции, семинары и круглые столы. Ее имя стало символом сельской изобретательности, упорства и надежды на лучшее будущее для малых хозяйств и общин, которые с трудом боролись за выживание. Позже проект Сандерса был дисквалифицирован за плагиат, когда стало широко известно, что он незаконно использовал идеи Лили. И история ее терни оказалась совсем не такой, как она начиналась. А система Люс не только получила главный приз на той самой выставке, но и стала основным примером силы идей и упорства. Лили приняла награду без пафоса и громких слов, как доказательство того, что сила идей не зависит от происхождения, материальных благ или социальных статусов, а требует настоящего стремления, мужества и веры в себя. Когда школа с радостью пригласила ее выступить перед учениками и преподавателями, она с энтузиазмом согласилась, чтобы поделиться своим дорогим и трудным путем. Не ради признания, а чтобы показать другим. Рамки можно не только ломать, но и строить заново, последовательный шаг за шагом, создавая возможность для всех, вместо осуждения и уничижения. И каждый, кто когда-либо сталкивался с трудностями и невзгодами, мог понять, что при наличии упорства, веры в свою идею и маленького шанса можно добиться реальных успехов в жизни, которые меняют ее к лучшему. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, новые сюжеты и вдохновляющие истории, которые будут напоминать нам о том, что можно двигаться к своей цели, несмотря на все преграды и расчеты.